Привет, друзья! Вышла новая часть Kingdom Rush. Это 5-я часть. Называется она Альянс. Начинается она с того, что войска Линерии ищут своего короля Деноса, который был изгнан темным волшебником Везнаном. Армия попадает в красивый мир, где живут духи природы Арборианы, которые дружественно встречают людей. Но внезапно покой нарушает армия диких зверей. Начинается игра стандартно, с обучения. Нам предлагают сначала построить башню лучников. Здесь они называются королевские лучники. Их будет сразу 2. Первым противником будут кабаны. Это основная единица армии диких зверей. У них низкое здоровье и слабый урон, но они, как правило, всегда многочисленны. Внезапно появляется, видимо, жрец народа арборианов и предлагает построить казарму, в которой тренируются паладины в количестве 3 человек. Появляется новая сила. Это юниты подкрепления в количестве 2 штук. Они очень слабы, но могут ненадолго задержать наступающих врагов. Далее строит 3-ю башню таинственный маг. Она обладает неплохим магическим уроном, который пробивает физическую броню. Пока игра не приносит ничего нового. Башни очень похожи на те, что были в прошлых частях. Появляется герой. Его зовут Веспер, и это лучник. Он хорошо атакует как с расстояния, так и в ближнем бою. Герой очень похож на героя Эридана из игры Kingdom Rush Origins. Даже умения у них схожи. Пока игра не удивляет. Однако картинка радует глаз. Разработчики, как всегда, рисуют очень красочные миры, а лесные локации со множеством зелени и реками – одни из любимых в игре. Появляется новый враг – борец с клыками. Эти кабаны уже вдвое сильнее. У них вдвое больше здоровья и в 2 раза выше урон. И облачены они в небольшие доспехи. У водопада над рекой мы видим, как сражаются 2 человека на палках. Если кликнуть по ним, то бревно под ними сломается и они упадут в воду. А вы получите ачивку. Если еще присмотреться, то мы увидим у палаток человека, жарящего мясо. Кликнув по костру, вы его потушите, чем разозлите человека. Проделав так несколько раз, получите еще одну ачивку. А внизу на камнях мы можем активировать таинственный знак. Я пока не понял, для чего это, но такие знаки будут попадаться почти на каждом уровне. Думаю, что в конце мы можем узнать, в чем секрет. Итак, когда мы побеждаем, внезапно появляется Везнан верхом на драконе. Он говорит, что миру угрожает опасность и предлагает объединить силы, чтобы противостоять этой угрозе вместе. Войска Линерии и войска Везнана заключают альянс. Отсюда и название. 2-й уровень. Везнан присылает на помощь одного из лучших своих героев. И вот, пожалуй, лучшая фишка этой игры. Здесь можно играть сразу 2 героями. Конечно, в некоторых миссиях прошлых частей игры такое уже практиковалось. И, видимо, игрокам понравилось, и разработчики сделали 2 героев на постоянной основе. Герой зовут Рейлин. Это герой ближнего боя. Здоровье и сила атаки у него больше, чем у Веспера. Но разбор героев я буду делать в отдельном видео. Уровень такой же красочный и красивый. Самое главное, что мы тут можем заметить, так это огромное дерево в роли ворот. Оно непростое. Стоит только врагам подойти к нему поближе, как дерево ударяет по земле, и его корни разносятся по тропе и причиняют урон, а также сковывают противника. На уровне появляется новый враг – крыса-горлорез. Главной особенностью которой является то, что они способны исчезать на некоторое время. Здесь также можно получить ачивку, кликнув по старому Арбориану на холме.
Естественно, это отсылка к мультфильму «Король Лев». Внизу видим рыбака. Он может поймать старый сапог, иногда рыбу, а иногда и драгоценный камень. В этот момент нужно по нему кликнуть, чтобы забрать себе. Вскоре появляется новый мощный враг – медведь-авангард, вооруженный огромной дубиной и умеющий впадать в ярость, если рядом умрет медведь. У него 480 единиц здоровья, а атака колеблется от 12 до 20 единиц. Также у него неплохая физическая броня. Как вы могли заметить, я поставил новую башню, которая бьет по площади. Физика ее атаки мне нравится, она стреляет сразу 3 снарядами. Но полный разбор башен тоже можно сделать в отдельном видео. 3-й уровень. В нем мы должны защитить сердце леса народа арборианцев. Как мы видим, перед сердцем сидит жрец, и он там не просто так. Он колдует, накапливая энергию, и в какой-то момент вам будет доступен суперудар. Здесь тоже можно получить ачивку. Мы видим, как толстый арбориан кушает мед. Если кликать по нему, накормите его до отвала. Из новых врагов появляется черепаха-шаман. Она может лечить раненых союзников и может доставить немало хлопот. Также у нее повышенная магическая броня. Дальше появляется первый летающий враг, так что башни, стреляющие по воздуху, здесь необходимы. Это патрульный стервятник. Он не атакует и лишь толпой летит по тропе. Здоровья у него также мало. Так что если имеется прокачанная башня лучников, то проблем не будет. Пройдя уровень, нам откроется новый герой Ниру. Это маг, и он обладает силами природы. Его разбор будет в отдельном видео. 4-й уровень проходит на вершинах деревьев. Здесь мы можем нанять неплохих бойцов арборианской армии. Они хороши как в дальнем бою, так и в ближнем. Советую их нанимать, так как их стоимость всего 50 монет. Правда, если его убьют, он не спавнится вновь, его придется покупать заново. Здесь тоже можно получить ачивку, если столкнуть арборианца с моста. Из новых врагов здесь появляется гадюка ужасающего взора. Это змея, вооруженная луком и стреляющая ядовитыми стрелами. Змеи не сильно мощные, но ходят толпами, и их дальние атаки могут доставить неприятности. На 10-й волне появляется еще один новый враг – гиена гнилого клыка. Это довольно мощный враг с хорошей атакой и физической защитой. Также он может восстанавливать здоровье, поедая трупы своих павших. Пройдя уровень, нам откроется интересная башенка. Баллистический аванпост, который стреляет очередями как по наземным, так и по воздушным врагам. Мне эта башня очень понравилась. В 5-м уровне мы почти добрались до логова врага. Видим, что лес заканчивается, появляются скалы и деревянные укрепления. А также видим огромного медведя, который пока мирно спит, и непонятно, на чьей он стороне. Из новых врагов появляется скунс-бомбардир. Он кидает баночки с ядом, ослабляющие наши войска, а при смерти взрывается. На 8-й волне внезапно просыпается наш спящий Мишка. Оказывается, что он нам не друг. Он прорубает новую тропу сквозь лес. Сам он мощный, у него аж 720 единиц здоровья и атака с 12 до 20 единиц, а также хорошая физическая броня. Тринадцатая волна преподнесет нам мощного нового врага. Настолько мощного, что его причислили в разряд мини-босса. Это разрушительный носорог. Он огромен, у него аж 1200 единиц здоровья и атака от 48 до 64 единиц. Очень опасный враг. Пройдя уровень, открываем новую башню и нового героя Тореса. Следующий уровень финальный для этой локации.
мы попадаем в логово диких зверей, где нас ждет битва с боссом. Это огромный кабан, который отдыхает в грязевой луже и сторожит вход в пещеру с сокровищами. Нового героя я разберу в отдельном видео, так что не буду заострять на нем внимание. Здесь противники будут все те же, новых врагов не появится. Единственное, что советую сделать, так это построить и прокачать башню мага, так как у нее есть мощное заклинание, которое наносит аж 1500 единиц урона. Очень пригодится в битве с боссом. А вот, собственно, и он. Его называют Кровоплет. У него нет брони, зато он обладает колоссальным здоровьем в 6400 единиц и невероятным уроном от 80 до 120 единиц. Главной задачей будет удерживать его как можно дольше у башни магов, чтобы она применила на нем его способность. Кидайте в битву героев, перенаправляйте пехоту из казарм и отправляйте подкрепления. Делайте все, чтобы он как можно дольше задержался у башни магов, и тогда вам не составит труда его победить. You're still not right. I'm tough as nails. Босс побежден, а мы находим меч Элайни. Пока не знаю, что это за меч. Я буду заканчивать часть своего обзора. Игра мне понравилась, 10 из 10. Все сделано в стиле других частей. Красивая картинка, приятный звук, хорошая механика, интересные герои. Kingdom Rush определенно лучшая игра в своем жанре. Увидимся скоро. Пока.